Всем привет! Сегодня мы поговорим о самых дорогих подвесках в мире. Меня зовут Александр Андреев. Этого чувака зовут Harley Davidson Fat Bob. Ну, по-русски просто жирный Вася. Мало кто вообще задумывается о том, зачем нужны тюнинные подвески, зачем их ставят, и вообще никто их не ставит практически, да? Кроме покупки мотоциклов, экипировки, нужно еще задумываться о том, что еще можно сделать для того, чтобы твое управление мотоциклом было максимально безопасным и комфортным при этом. Я говорю о подвесках, о тюнинных подвесках, которые делают твое управление мотоциклом совсем на новом уровне. Цена вопроса, в районе 200-300 тысяч рублей. Меняется управление в корне. То же самое это касается и резины. Даже если мотоцикл новый ты покупаешь в салоне, можешь сразу выкидывать ту резину, которая там стоит, и поставить самые мягкие баллоны для своей же безопасности. Точно так же я рекомендую сделать с подвесками. В основном в стоке идут овощные подвески, поэтому они как диваны, все Харлеи, как диваны, как мешок с дерьмом, можно сказать вот так. Как мешок просто, с картошкой, ладно. Как мешок с картошкой. Вот ты ездишь на мешке с картошкой, понимаешь? А если ты меняешь подвеску, то сразу же что? Ты практически супермен. Ты можешь через лестницы прыгать, ты можешь на бордюры заехать, ты можешь на задней, ты можешь дрифтануть, ты можешь на песке подскользнуться, но не упасть, потому что подвеска правильно отработает. Ты можешь на лежачем полицейском проехать так, что другие просто скажут: вау, это все подвески, понимаешь? Это просто Legends. Покупаешь, ссылка в описании здесь, колокольчики здесь, там ты знаешь сам дальше. В общем, все это, естественно, вырежут. Я хочу вам сказать следующее, что главное, ребята, не жалейте денег, не жалейте деньги на подвеску, экипировку, шины, естественно, на обучение. На обучение вы, понятное дело, знаете, куда идти. Такие вот чемоданчики с долларами привозите, и мы с вами поговорим. По поводу всяких нюансов, конкретно касаемо настройки подвески, вам это объяснят профессионалы. Я в этом деле умываю руки, понимаете? Я могу только показать, что можно сделать с ними, и что, в принципе, мотоцикл после этого еще потом будет живой. И вот, может быть. А кто это вам может сказать? Вам может сказать Stantex. И это вовсе никакая не реклама, это просто ребята занимаются и знают, что поставить, как быстро это все привести за один день и установить за полдня. Собственно, вот 1,5 дня, и у тебя нормальная подвеска, кэш отваливаешь и едешь, наслаждаешься. После смены подвески ты чувствуешь, что все стало упругое, это уже круто, когда упругое. И при этом можно больше больше чувствительности в управлении появляется. Ты понимаешь, что все, ты купил мотоцикл, купил подвеску, и теперь ты как минимум уже научился ездить, хоть ты даже и не умел ездить, но ощущения такие сразу. Кто-то же их ставит, понимаешь? Учиться не учится, просто ставят подвески. Подвеска стала, вообще мотоцикл другой стал. Я то же самое чувствую, я сел, хоть я ездить и сам не умею до сих пор, но я чувствую, как будто у меня все получается. То есть я могу, мне кажется, я просто смотрю на лестницу, думаю, сейчас по-любому на ней спокойно заеду и съеду. Смотрю, реально получается. Думаю, смотрю на бордюр, пробка, заезжаю, просто причем первый раз, думаю, как прокатывать, непонятно. Лежачий полицейский, поздно, замечаю, думаю, что делать. Он сам перепрыгивает, я вообще ничего не делаю. Я едва успеваю понять, что я только что проехал через него. Вот такие примерно ощущения я испытываю от подвески, которая стоит денег. Если ты меня спросишь, хотел бы я поменять все обратно? Конечно же нет. Потому что, во-первых, смотри, увеличился клиренс. Соответственно, ты можешь больше наклонить байк, ты можешь как раз-таки и на бордюр заехать. Потому что сейчас все посмотрят, скажут: смотри, на Харлей это можно, смотри как. И сейчас поедут днищем собирать все это. Потом свое днище будут собирать, понимаешь? То есть нужно задуматься о том, что подвеска нужна для того, чтобы ты получил какой-то более спортивный характер. То есть он более сбитенький, более спортивненький такой, приятненький такой, знаешь, хорошенький. Даже например, ты едешь в повороте и попадаешь на песок. Подвеска у тебя начинает работать правильно. То есть если стандартная подвеска неправильно работает, специально на заводе разрабатывали так, чтобы подвеска работала неправильно, чтобы люди падали. И потом говорили: есть же тюнинная, чего же ты не поставил?
Вот, ставишь и не падаешь. Они все продумали. Это маркетинг, понимаешь? Потому что если ты всю подвеску поставишь, все это поставишь, то там столько денег надо, что ты будешь работать всю жизнь на этот мотоцикл. Поэтому они как хитро сделали. Они что-то сделали такие, типа, ну, все, дальше сами. Понимаешь, то есть людей в конкретное заблуждение вводят. Почему в магазине Harley не продают такие подвески? Я вообще не понимаю. Интересно, да? Почему подвеска вообще другой фирмы? А? Вот подумай об этом. Что еще я тебе могу сказать по этому поводу? Покупаешь ботинки с проставками и все. Даже если ты карлик. Больше ничего не могу тебе добавить. Не намного он выше стал, чтобы ты не дотрагивался ногами до земли. Понятно, что можно так подвеску поставить, что ты как на жираф сядешь и не сможешь ничего сделать. Но здесь-то другие подвески, они же продуманные. Понятно, что под эту модель идет такой-то амортизатор. Это не просто Legends, ты взял, поставил от чего угодно. Все. Еще вопрос есть? Стант, кстати, не только стант, а еще и X. А X — это именно как раз вот этот тюнинг всей подвески для городского управления. Поэтому, если ты думаешь, что подвеска нужна только для того, чтобы на заднем колесе ездить, ты, конечно же, заблуждаешься. Это нужно просто для того, чтобы ты чувствовал байк, понимаешь? Чтобы он был как одно целое с тобой. А так ты как будто на диване ездишь все время. Попробуй, вот возьми на диване, прокатись. По лестнице, например. Возьми из дома сейчас вот диван свой. По лестнице катнись. Идея-то какая? Вот даже, например, вот сейчас, смотри, я с бордюра спрыгиваю. Видишь? И я даже не замечаю, что я с бордюра съезжаю. Я просто как будто еду дальше, и все. Подвеска сама работает. Что там происходит, что они там сделали, я вообще понятия не имею. Это тебе могут только пацаны из Стантекса объяснить, какое там, что там, какие клапана, какие там масла, еще что-то там какое-то. Я вообще об этом даже не хочу думать, честно говоря. Поэтому я только могу тебе от ощущений своих сказать, что я спрыгиваю с него. Кажется, если бы я даже со второго этажа бы спрыгнул, ничего бы не заметил даже. Просто нет таких высоких подъемов. Я искал сегодня, ездил. Ну, что нашел? Что нашел? Кстати говоря, даже если ты, например, схуднул или наоборот поправился, или в кофры загрузил доллары или слитки, всегда ты можешь отрегулировать подвеску сам. То есть, если ты чувствуешь, что тебе не хватает, просто крутани. Это же прекрасно. Ты сам можешь выбрать режим, в котором он будет ехать. Ну, для сравнения, это, например, как крузак, вот представь, да, вот постоянно вот этот диван. Или это, например, Porsche Cayenne, где регулируется подвеска, какой-нибудь самый заряженный. И ты понимаешь, что, в принципе, класс машин примерно одинаковый, но при этом он приобретает какой-то спортивный характер. Собственно говоря, вот здесь то же самое. Можешь выбрать. И при этом все равно степень комфорта, она остается той же, какой и была. Только он стал более послушным, более управляемым. Всем рекомендую ставить тюнинные подвески и не ездить на стоке. И более того, я тебе скажу, что если ты подъезжаешь и у тебя стоковая подвеска на светофоре, например, а у кого-то стоит Legends или что-нибудь типа того, ну, просто даже можешь не здороваться. Это, ну, как бы, смысла нет. Посмотри на подвески сначала, посмотри на мотоцикл, а уже только потом на райдера смотри. Знаешь, не надо наоборот делать. Там можно быть полностью всем расфуфыренным, там, весь там подкачанный, а подвески сток. Ну все, там понятно сразу, можешь просто... Все с тобой ясно, блин. Вообще не понимаю людей, которые ездят на стоковых подвесках. Вообще, зачем они нужны, стоковые подвески? У меня вот только на Яве стоковая подвеска максимум. Знаешь, на всех моих мотоциклах, на всех, вообще без исключения, все тюнинные подвески стоят. Потому что когда ты один раз хотя бы поймешь, что это такое, больше ты уже никогда не захочешь ездить на стоке. Стоковая подвеска будет постоянно прожиматься, пробиваться. Ход у нее просто огромный. Вот так вот будешь тормозить. Вот так ускоряться, вот так будешь ехать. И никто даже не будет понимать, что ты делаешь вот так. Понимаешь? А ты просто едешь. Ты просто газ открываешь, вот у тебя мотоцикл вот так едет. Уже как будто на заднем. Закрываешь газ, вот так, как будто в стопе делаешь. Собственно, вот это стоковые подвески так работают. Никакие там масла там туда пожестче, никакие пружины туда пожестче не поставишь. Все это просто кал. Бери нормальную подвеску, зарабатывай денег
и просто получаем максимальное удовольствие от управления своего байка. Ну все, вот завтра опять закрывают, вводят пропуска, ты не можешь никак ничего, и вдруг лестница, ты туда должен съехать, заехать. Вот, пожалуйста, сразу тебе подвеска пригодилась, и навыки, которые я дал. Все сразу как-то сходится. Ну и кроме того, управление байком, естественно, меняется. В хлам, в корне. Ты начинаешь просто на нем делать такие вещи, которых ты даже сам не подозревал. То есть, если ты просто раньше в поворот не мог зайти, то сейчас из-за того, что у тебя увеличивается расстояние от земли, ты можешь дальше его наклонить, быстрее проехать, можешь потормозить лучше, потому что подвеска, естественно, такого глубокого провала нет такого глубокого провала, и, соответственно, можно тормозить эффективнее, потому что подвеска работает, естественно, на совсем другом уровне. Ты это сейчас увидишь, я покажу тебе. В общем, одним словом, байк просто стал совсем другим, как будто он стал спорт Харлей, где ты можешь позволить себе побыстрее совершить маневр какой-то, перестроение, совершить скачок через лежачий полицейский, через бордюр переехать, через лестницу, просто прыгнуть где-то как Терминатор. Вот эту тему помнишь, когда он во втором Терминаторе ехал, и там, Терминатор за мальчиком гнался, и тот, короче, спрыгнул там с многометровой высоты. Вот я сегодня примерно то же самое ощутил на этой подвеске. Это я, знаешь, вот этот Терминатор жирный и просто прыгаю. Терминатор жирный, я... Причем даже не почувствовал вообще ничего, как будто реально я сидел на диване, развалившись, смотрел, вот как когда этот Терминатор прыгает, я также смотрел только вот из-за сидения, просто на эту картину. Примерно такие же ощущения испытываю. Цена вопроса 200 тысяч каких-то рублей. Просто что? 200 тысяч. И вот это все удовольствие за двушку. Чего вы раньше молчали? Причем стать в станциях, естественно. Учись у меня. Будешь так же делать, если хочешь. Но если нет, пожалуйста, продолжай ездить, как всегда, просто на работу, вот так вот. Просто на светофоре стоишь, ногами идешь, подвески вот такие, на светофоре останавливаешься, нормальные пацаны раз. Ну, решать тебе, конечно. Многие еще, например, там, видишь, мотоцикл весь блестит, там, яйца у него блестят, там, лысина блестит, все блестит, короче, а ездить при этом нет, ну, возможности никакой. То есть просто ты блестящий, из группы блестящих вышел, и прикол-то в чем? И смысл какой-то трястись над этим всем. Но если у тебя есть бабки на лысину блестящую, на это, на то, просто ты блестящий весь. Вот так надо и ездить блестяще. Ну и что ж ты там чуть коцнешь? Там коцнул, здесь коцнул. Ну пошел, сделал еще одно, другое, третье. То есть есть одна категория людей, это те, кто трясется, вот так ходит над своим байком, а другие просто нормально идут, но и все такие обосранные, покоцанные. Вот нужен какой-то баланс, да, то есть, чтобы ты был немножко покоцанный, но блестящий, и при этом мог бы нормально валить. И я вас уверяю, ничего страшного нет из того, что ты коцнешь чуть глушак, потом пойдешь новый Vans & Hayes, купишь себе, и все, но зато ты при этом сможешь нормально пользоваться байком, будешь его понимать, как он управляется, чем ты будешь постоянно что-то там пылинки с него сдувать. Понятно, что пылинки сдувают всегда с новых байков, до первой царапины. А потом все, вот так и надо дальше. Идешь, катаешь, пробиваешь, покупаешь новые, и тогда хоть твой скилл растет. А то у нас категория людей, которые просто ездят, трясутся и при этом также ездят дальше. И причем идет год, 2, 3, 5, 10. И они так же, как ездили 10 лет назад, так же сейчас и ездят. Собственно, вот чем это все чревато. Ребят, ну если вы боитесь сделать царапку на мотоцикле, просто купите его, и пусть он дома стоит, и все. Тогда не придется ничего менять, заправлять, ничего. Он просто будет все время новый. Не пользуйтесь сцеплением, не пользуйтесь тормозом. Вообще все будет новое всегда. Но если ты хочешь пользоваться плодами этого мира, да, то нужно, естественно, где-то, может быть, и упадешь, где-то царапнешь. Но при этом-то у тебя растет общий скилл, понимаешь? Ты понимаешь меня, о чем я, нет? Вот, как жалко мотоцикл. Господи, как его жалко. Господи, а что его жалеть-то? Ну, стоит он денег каких-то. Да лучше ты себя пожалей. Просто пожалей своих родителей, своих друзей пожалей. Просто любого человека иди пожалей. Вон собака бездомная идет, иди пожалей ее, блин. Накорми ее, напои. Вот что надо жалеть. А это техника. На ней надо уметь ездить. Да, надо, ну где-то там коснешь, то все. Но видно сразу боевое, сразу уважение. Вот, например, в этом мотоцикле бак мятый. Так это уважуха, просто чувак какой-то там, видать, что-то было серьезно у него. Все ремонтируется, все покупается, все делается. Не падает тот, кто ничего не делает.
Понимаешь, о чем я? Если ты, как там говорят-то, ребят, важно не иметь, а важно уметь и иметь. Понимаешь, о чем я? Иметь мотоцикл и уметь на нем ездить. Вот что важно. Надо иметь и уметь. Уметь, имея. Хотите, лайфхак покажу? Ну, чтобы штрафы не приходили. Вот. Берешь, карточку сюда вставляешь. Все. Штраф придет теперь. Здесь говорить больше не о чем. С вами был Александр Андреев, с вами был жирный Фэтбоб. Если это видео наберет нормальное количество просмотров, ну так, по крайней мере, меня попросил Стантекс, тогда я покажу вам стант на Яве 638. Если что, я из Чертанова.